Всем привет, с вами Марти, и в этом видео я сделаю сравнительный обзор двух зум-камер для страйкбола RunCam 2 и Foxer Legend 2. Те подписчики, кто смотрит мои страйкбольные геймплеи, наверняка знают, что для фиксации попаданий я использую так называемые зум-камеры. Это обыкновенные камеры для квадрокоптеров, на которые игроки самостоятельно покупают и устанавливают более мощные объективы. В частности, у меня было две таких камеры: Foxer Legend 1 с объективом 35 мм для игры с автоматом и RunCam 2 с объективом 70 мм для снайперской винтовки. Для тех, кто не в курсе, в миллиметрах измеряется фокусное расстояние объектива. Чем выше значение, тем больше оптический зум объектива. Комплектующие для обеих зум-камер мне пришлось покупать отдельно и собирать все это самостоятельно. И поверьте, это была та еще морока. Но теперь в этом нет необходимости, потому что относительно недавно на страйкбольном рынке появились готовые зум-камеры сразу от двух производителей, а именно RunCam 2 и Foxer Legend 2. Оба производителя предложили мне свои камеры на обзор, и я подумал, почему бы их не сравнить. Сразу говорю, никто из производителей мне не платил. Ссылки на обе камеры будут в описании к видео. У каждой из них есть как плюсы, так и минусы. И какая из них подойдет лично вам, узнаете, досмотрев видео до конца. Сразу предупреждаю, что обзор очень основательный, с большим количеством параметров, так что готовьте чай и печеньки. Перед тем, как рассказывать, чем камеры отличаются, кратко расскажу, что у них по сути одинаково. Во-первых, эти камеры предназначены исключительно для страйкбола, в крайнем случае для пневматики. Не вздумайте вешать их на огнестрельное оружие, такой вибрации они просто не выдержат. Комплекты поставки почти идентичны. Помимо самой камеры в коробке лежит крепление на планку Picatinny, кольцевое крепление на оптический прицел, шестигранники, микро-USB кабель и провода для соединения с квадрокоптером, которые непонятно зачем вообще положили вместе со страйкбольной камерой. Быстросъемные крепления на планку Picatinny практически идентичны, и у обеих камер очень удобны. Металлический кронштейн вы можете настроить под вашу рис-планку при помощи шестигранника. Но хочу отметить, что пластиковый корпус крепления, который непосредственно держит камеру, на Foxer Legend 2 мне понравился гораздо больше, потому что они сделали его конкретно для страйкбольной версии камеры. А вот крепление на RunCam 2 такое же, как и у версии камеры для квадрокоптера. Тут они сильно не заморачивались, и в сравнении с конкурентом такое крепление явно проигрывает. Что касается кольцевых креплений на оптический прицел, они вообще идентичны. Емкость аккумуляторов почти идентична, их заряда хватает примерно на 1 час съемки. Также камеры могут напрямую питаться или подзаряжаться от пауэрбанка. Обе камеры имеют встроенный Wi-Fi для синхронизации со смартфоном, а также свои приложения, которые в основном нужны для настройки параметров камеры. Но сразу скажу, что изначально можно ничего не настраивать, но все же я порекомендую скачать и разобраться с приложением. И в дополнение скажу, что пароль для синхронизации на обеих камерах от 1 до 0. Обе камеры имеют абсолютно одинаковые 35-мм объективы, но при этом, заказывая камеру RunCam 2, вы можете выбрать 35 или 50-мм объектив для более сильного зумирования. Объективы на обеих камерах настроены так, чтобы фиксировать попадание на дистанциях от 20 до 80 метров. За пределами данного интервала изображение будет слегка размыто.
Параметры видеосъемки у камер одинаковые. Обе изначально снимают в режиме 1080p 60 кадров в секунду, но также есть режим 720p 120 кадров в секунду и 2К 30 кадров в секунду. Ну а теперь перейдем к отличиям, некоторые из которых довольно существенны. Начнем с габаритов. Хоть с виду камеры и схожи по размерам, но при сравнении видно, что RunCam 2 на пару миллиметров выше. Если вы крепите камеру над прицелом, то высота камеры не имеет никакого значения. Но если крепить камеру на цевье перед прицелом, то эта пара миллиметров может помешать вам целиться. Сразу посоветую использовать для прицела максимально высокое крепление, иначе камера может полностью перекрыть вашу прицельную метку. У больших габаритов камеры RunCam 2 есть веская причина. У нее извлекаемая батарея, то есть вы можете заменить ее на игре. Поэтому я сразу попросил производителя прислать мне несколько запасных батарей. У камеры Foxer Legend 2 батарея встроенная, поэтому для долгой съемки вам придется подключать к ней Powerbank. Сравним скорость включения камер. Включим запись. А теперь выключим камеры. Небольшое дополнение по камере Foxer Legend 2. Когда она включена, при одиночном нажатии кнопки включения вы активируете фоторежим, о чем говорит желтый индикатор. Для съемки видео индикатор должен быть синим, запомните это. Хочу также отметить, что обе камеры работают с подключенными пауэрбанками, но при этом камера RunCam 2 начинает заряжаться, и ее нужно дополнительно включить. А вот Foxer Legend 2 сразу включается сама. Хочу обратить ваше внимание, если во время съемки вынуть кабель из RunCam 2, она продолжит снимать. Но если вынуть его из Foxer Legend 2, то она сразу выключается. Учитывайте это на игре. Что касается используемых флеш-карт, то в RunCam 2 отлично работают флешки объемом 64 гигабайта. А вот Foxer Legend 2 лично у меня поддерживает флешки лишь на 32 гигабайта, хотя в инструкции указано 64. Учитывайте это. А сейчас будет интересный технический нюанс. Используя в RunCam 2 флешку в 64 гигабайта, а на Foxer Legend 2 флешку в 32 гигабайта, на обе камеры вы запишете видео одинаковой продолжительности – около 4 часов. Это вызвано тем, что камеры записывают видео в разных форматах, и у RunCam 2 видеопоток в 2 раза тяжелее, чем у Foxer Legend 2, потому и места на флеш-карте нужно в 2 раза больше, чем для видео той же продолжительности. Но в приложениях обеих камер вы можете уменьшить объем цифрового потока, таким образом ухудшив качество видео и увеличив время записи. Перейдем наконец к сравнению качества видео с этих камер. В условиях дневного освещения камеры снимают примерно одинаково, но на RunCam 2 изначальная картинка менее контрастна, чем на Foxer Legend 2, но это легко исправляется при редактировании. Однако, если снимать вечером или в условиях слабого освещения, то, на мой взгляд, RunCam 2 выдает более красивую картинку, которая больше подходит для дальнейшей обработки. Также у камер при одинаковых объективах немного отличается угол обзора. Но у обеих камер в настройках вы можете включить дополнительное цифровое зумирование, если вы, например, работаете со снайперской винтовкой. При этом качество видео не ухудшится. Небольшой лайфхак.
При редактировании видео я всегда увеличиваю кадр на 150%, чтобы точка попадания всегда была по центру экрана. И к слову, пусть вас не смущает блеклая картинка в этом фрагменте. Дело в том, что я снимал по направлению к солнцу, и оно немного засветило объектив. Если хотите этого избежать, можете сделать подобную бленду на 3D принтере. Ну и в завершении тоже важный для многих параметр – это цена. Runcam 2 стоит почти $150, а Foxer Legend 2 почти 180, но Runcam 2 с объективом 50 мм выйдет на $20 дороже. У обоих производителей доставка бесплатная. Подведем небольшие итоги. Лично мне понравились обе камеры. Каждая из них имеет свои плюсы. У Runcam 2 это сменная батарея, 2 объектива на выбор, хорошая съемка в слабом освещении и больший объем флеш-карты. У Foxer Legend 2 чуть меньше высота, что удобнее при установке перед прицелом, более серьезный защитный корпус, меньший вес видео, а также, на мой взгляд, более красивая картинка без обработки. Для использования на автоматах, на мой взгляд, обе камеры плюс-минус одинаковые, а вот для снайперской винтовки я бы порекомендовал Runcam 2 с объективом 50 мм. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось, я очень старался и потратил на него много времени. Ссылка на обе камеры в описании к видео, поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал и снимайте маклаудов.